Всем привет, с вами Светлана. Варна – это морская столица Болгарии, но многие выбирают Солнечный берег или Золотые пески. В этом видео мы узнаем, стоит ли ехать в Варну на отдых или этот город подходит только для жизни. Мы посмотрим цены, пляжи, развлечения, атмосферу, разберем все плюсы и минусы и узнаем, подходит ли Варна для отдыха. Ну что, вы готовы? Тогда давайте начнем. Сегодня вы узнаете, как устроен этот город изнутри, сколько на самом деле стоит комфортный отдых у моря и почему именно Варна может стать для вас идеальным открытием этого сезона. Варна. Коротко о главном. Варна – третий по величине город Болгарии, крупный порт, культурный центр и самый популярный морской курорт страны. Это идеальное сочетание пляжного отдыха, богатой истории и динамичной городской жизни. Это живой европейский город, где древнеримские руины соседствуют с променадами, а парк спускается прямо к песчаному берегу. История-то, конечно, интересна, но нас интересует сегодняшний день и самый частый вопрос в моих комментариях: в каком месяце сюда ехать, чтобы не испортить себе отпуск? Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Выбор правильного времени для отпуска – это уже половина успеха. Давайте пробежимся по месяцам, чтобы вы четко понимали, чего ожидать на самом деле. Май – это история для инверторов. Туристической суеты еще нет. Природа цветет, воздух прогревается до приятных плюс 20, плюс 22 градусов. Но вот море откровенно бодрящее, около плюс 16, плюс 17 градусов. Зайти в воду рискнут разве что моржи. Месяц идеален для долгих прогулок, экскурсий без толп и крутых фотосессий. Плюс это отличная возможность сэкономить на жилье. Но классического пляжного отдыха не ждите. Июнь. Это когда нет палящего зноя, а цены еще адекватные. Но это лето полностью переписало правила. Жара ударила так, что вода в море уже в июне прогрелась до плюс 25 градусов. И июль, и август. Пик сезона. Максимальная концентрация людей, жары и драйва. Днем стабильно плюс 28, плюс 30 градусов, а иногда и выше, плюс 32 градуса. А сейчас мой фирменный замер воды. Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды в Варне. – 29,7. Прямо сейчас, в разгар сезона, выдал шокирующий 29,7 градусов. Да, это у самого берега, а на глубине вода чуть прохладнее, но факт остается фактом. Море сейчас как парное молоко. Идеально для тех, кому нужна самая теплая вода. Сентябрь. Бархатный сезон. Жара спадает до комфортных плюс 24-26 градусов. Море при этом остывает очень неохотно, удерживая приятный плюс 22, плюс 23 почти весь месяц. Туристы массово уезжают, пляжи пустеют, а цены на жилье стремительно ползут вниз. Идеальное время для спокойного отдыха. Но градусы – это лишь сухая статистика. Давайте поговорим о реальных нюансах Черного моря. Водоросли. Будем честны, они появляются особенно если накануне штормило. И к этому нужно просто относиться спокойно. Подводный мир Варны. Есть ли жизнь под волнами? Черное море бывает разным, но в случае с Варной нужно обязательно учитывать большой порт и форму городского залива. Из-за этого вода здесь часто мутнее, чем на диких открытых пляжах Болгарии. Ну а теперь перейдем к суровой логистике. Как удобнее всего добраться в Варну? Какие ловушки вас ждут на месте и где можно серьезно сэкономить? Как добраться в Варну? Самолет, автобус, своя машина. Самый быстрый путь на море – это самолет. Местный аэропорт принимает регулярные рейсы и бесконечные потоки чартеров со всей Европы. Если лететь не вариант, выбирайте автобус. Тем более, что в Варне работает новый современный международный автовокзал. Сюда удобно приезжают из соседних стран, вроде Румынии или Турции. Для тех, кто не спешит, есть железная дорога. Железнодорожный вокзал Варны – это настоящий архитектурный шедевр. Кстати, именно здесь делают остановку знаменитый Восточный экспресс. Чаще всего поездами сюда добираются из Софии. Это не самый быстрый маршрут, но и самый независимый формат.
своя машина. Дороги к побережью из столицы ведет магистраль Хемус, а с юга живописный серпантин. Вы полностью свободны в своих передвижениях ровно до того момента, пока не въедете в саму Варну, потому что здесь начинается главное испытание. Но парковку мы обсудим чуть позже. А пока давайте разберемся, на чем передвигаться тем, кто приехал без авто. Как передвигаться внутри города. Общественный транспорт в Варне развит, но есть пара хитростей, которые нужно знать. Если по старинке покупать билет прямо в автобусе или троллейбусе, поездка обойдется вам в 1 евро. Но если установить приложение Ticket Varna, то этот билет обойдется всего 51 цент. На остановках стоят современные электронные табло с временем прибытия транспорта. Правда, на момент моих съемок многие из этих экранов почему-то не работали. Теперь такси. Запоминайте главное правило Варны, которое сбережет вам бюджет. Никогда не ловите машину на улице. Особенно это касается аэропорта, вокзалов и туристического центра. Сядете в такую машину, рискуете переплатить в 3, а то и в 10 раз. Пользуйтесь только официальными приложениями или заказывайте по телефону. Актуальные тарифы сейчас такие. 1 километр пути стоит около 79 центов. Такса за сам вызов евро 58, а каждая минута ожидания обойдется в 22 цента. А вот теперь информация для тех, кто за рулем. Добро пожаловать в самую суровую игру на выживание в поисках парковки в центре Варны. Весь центр города поделен на платные зоны синюю и зеленую. Тариф единый 51 цент за час или 8 евро 18 центов за целый день. Процесс оплаты современный. Скачивайте приложение M-Park или отправляйте смс с номером вашей машины на номер 1352. Звучит удобно, не правда? Но проблема в том, что найти само свободное место – это огромная удача. И даже не думайте бросить машину где попало, буквально на 5 минут. Местный эвакуатор, здесь его называют паяк, то есть паук, работает с пугающей скоростью и эффективностью. Забыли оплатить парковку, минут через 10-15 на вашем колесе появится блокиратор, скоба. Припарковались под запрещающим знаком, машина уедет на штрафстоянку, а вас ждут серьезные штрафы и потерянное время. Поэтому мой совет: не экономьте на платных паркингах. А когда будете бронировать отель или апартаменты, наличие бесплатного парковочного места должно быть для вас фильтром номер 1. Жилье в Варне. Отели против апартаментов. Где остановиться в Варне? Выбор здесь огромен, от скромных номеров до роскошных вилл. Самый бюджетный вариант – отдельная комната. Обойдется вам всего в 23 евро за ночь, но чудес не бывает. За эти деньги вы получаете приличное расстояние до пляжа и далеко не самый престижный район города. А вот теперь берем стандартный двухместный номер в отеле. Сейчас он стартует от 50 евро. В прошлом году такой же номер стоил от 36 евро. То есть реальный рост цен составил почти 39%. Хотите отель на первой линии? Готовьте от 82 евро за ночь и выше. Удивительно, но в этом премиум-сегменте цены остались на уровне прошлого года. Однако здесь я хочу вам дать важнейший совет. Всегда проверяйте локацию отеля. Делать громкие заявки на первую линию любят многие, но по факту отелей, стоящих прямо на песке в черте города, практически нет. В 99% случаев между вами и морем будет либо Приморский парк, либо проезжая часть. Для тех, кто мечтает о формате «все включено», скромная 3-звездочная гостиница на двоих обойдется от 257 евро в сутки. В прошлом году этот ценник стартовал от 219 евро, то есть рост составил 17%. И имейте в виду, за эти деньги до пляжа, скорее всего, придется еще неплохо прогуляться. Альтернатива – частный сектор и апартаменты. На сервисах бронирования отличные варианты стартуют от 36 евро за ночь. В прошлом году они начинались от 29 евро, то есть подорожание здесь составило 24%. И опять же, за эту цену вы будете жить вдали от пляжа. И помните главное, эти цены при бронировании прямо сейчас, в разгар сезона. Чем раньше вы бронируете жилье, тем больше денег сэкономите для самого отпуска. Инфраструктура. Как устроена жизнь в городе? Варна в плане архитектуры город контрастов. Типичные советские панельки здесь спокойно соседствуют с современными стеклянными зданиями и старинными фасадами. Ну а если решите купить сувениры на память, обычные магнитики на набережной обойдутся вам 1,5-2 евро. Питание в Варне. От бюджетного стритфуда до супермаркетов. Переходим к самой вкусной теме. Где и за сколько можно поесть в Варне? Я разделила все варианты на категории, под любой кошелек. Вариант первый. Рестораны. Курортных заведений на побережье и в районе порта сотни. Цены здесь, естественно, ориентированы на туристов. Вот вам реальные цифры с чека в ресторане на первой линии. Порция холодного таратора 300 грамм 4 евро 50 центов. Свиные ребрышки из печи с запеченным картофелем 450 грамм
грамм 13 евро 90 центов. Куриный стейк под пармезаном 450 грамм 5 евро 60 центов. Ризотто с морепродуктами 400 грамм 7 евро 70 центов. Большая тарелка свежих черноморских мидий 650 грамм 12 евро 50 центов. Тарелка куриного супа 300 грамм 5 евро 50 центов. Чашка экспресса 2 евро 50. Вариант второй – стритфуд. Если времени сидеть в ресторане нет, Варна предлагает отличный стритфуд. На каждом углу продают фастфуд, дюнеры, местная шаурма, огромные куски пиццы и горячие блины. На пляже расклад по ценам такой. Жареная рыбка цаца 250 грамм 5 евро. Порция картофеля фри с брынзой 250 грамм 4 евро 50 центов. Хинкали с креветками почти 3 евро за штуку. Порция пельменей 250 грамм 9 евро 95 центов. Пицца пепперони 33 сантиметра 8 евро 49 центов. Стаканчик кофе из автомата от 70 центов. Вариант третий. Готовить самостоятельно. Если вы сняли апартаменты с удобной кухней, это идеальный способ сэкономить. В городе работают крупные сети магазинов, такие как Lidl, Kaufland, Billa и Metro, где ценники абсолютно обычны, без туристической наценки. Пляжи Варны. А теперь переходим к самому главному, ради чего большинство и едет на море – к пляжам. В черте Варны их около десятка, а общая протяженность береговой линии составляет порядка 8 километров. Песок везде, но атмосфера, контингент и ценники разительно отличаются от локации к локации. Вдоль всех пляжей тянется единый пешеходный променад. Променад, идущий вдоль моря, это любимое место для прогулок варнинцев и гостей города. На берегу дежурят спасатели, оборудованы душевые и кабинки для переодевания. Туалеты тоже есть, к их чистоте бывают вопросы, но они работают. Присутствуют и мусорные урны на пляже. Давайте пройдемся по побережью по порядку, начиная от порта. Южный пляж. Его главное преимущество – гигантская песчаная полоса шириной до 100 метров. Пляж примыкает к спортивному комплексу с бассейном. Важная деталь – у входа к бассейну теперь висит объявление, что вода из крана не питьевая, так что набирать ее не стоит. В разгар сезона здесь очень многолюдно. Ценник доступный. По 3 евро 50 центов за зонт или шезлонг. Центральный пляж. Самая длинная тусовочная и шумная локация. Днем здесь кипит обычная курортная жизнь, а к вечеру берег превращается в один непрерывный ночной клуб под открытым небом. За шезлонг или зонт просят те же 3 евро 50 центов. Рыбацкий пляж. Небольшой уютный уголок сразу за центральным, который славится своей вереницей рыбных ресторанчиков прямо у воды. Офицерский пляж. Его вы узнаете без локатора по специфическому аромату сероводорода от местного лечебного источника. На шезлонги и зонты тут самый низкий прайс в городе по 3 евро. Но есть и обратная сторона. Этот участок считается самым грязным, и санитарные службы периодически закрывают его для купания. Офицерский Восток. Чуть дальше по берегу ценник подрастает. За зонт или шезлонг просят уже по 5 евро. Рапонги. Самый стильный и ухоженный пляж города. За комплект из одного зонта и шезлонга придется дать 10 евро. Но взамен вы получите хорошую музыку, качественный сервис и достойную атмосферу. И главная деталь, о которой часто молчат. Ни один пляж в черте самой Варны не имеет престижного голубого флага. За идеальной чистотой воды нужно ехать на соседний курорт святых Константина и Елены. Из приятных мелочей. На побережье есть детские игровые зоны, а если устанете шагать пешком, вдоль променада курсирует туристический паровозик. Билет стоит 3 евро в одну сторону или 5 евро туда и обратно. Развлечения и досуг. Что посмотреть в Варне и рядом? Варна – это город, где физически невозможно заскучать, даже если на море шторм. Главные локации, которые точно стоят вашего внимания. В самом центре. Обязательно загляните в кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Пройдитесь по пешеходной улице князя Бориса до площади с фонтанами и оцените здание местного оперного театра. Вдоль моря. Приморский парк, Морская Градина. Это центр притяжения. Здесь собрано все. Дельфинарий, зоопарк, аквариум, военно-морской музей и отличный парк аттракционов «Детский кыт» для тех, кто приехал с детьми. В районе порта морской вокзал. Стильное, современное пространство с променадами, отличными ресторанами, смотровой площадкой и своей зоной развлечений. Для погружения в историю. Археологический музей с тем самым древнейшим золотом и грандиозные римские термы, древние купальни прямо посреди жилых кварталов для шопинга.
3 крупных торговых центра – Гранд Молл, Дельта Планет Молл и Молл Варна. В окрестностях – Скальный монастырь Аладжа или живописный мыс Калиакра. Безопасность Варни, мифы и реальность. Что касается безопасности Варни, с этим все в порядке. Это спокойный и цивилизованный европейский город, вы можете спокойно гулять по вечернему центру. Но есть один практический момент, о котором стоит помнить. В разгар сезона город переполнен туристами. А где много людей, там всегда могут появляться мелкие карманники. Поэтому главное правило безопасности очень простое. Следите за вещами на пляже. Не оставляйте без присмотра смартфоны, кошельки или ключи от машины, когда всей компанией уходите купаться. Простая бдительность, и ваш отпуск пройдет идеально. Цены на отдых. Полный бюджет. А теперь самая интересная часть. Давайте посчитаем реальный бюджет недели отдыха в Варне на двоих прямо сейчас, в разгар сезона. Важное уточнение. Мы считаем ровно 7 ночей проживания и расходы на месте без учета дороги, так как все летят и едут из разных точек. Вариант первый. Супер эконом. Вы берете бюджетные апартаменты подальше от моря, около 36 евро за ночь. Готовите еду сами из продуктов из магазинов Lidl или Билла. Закладываем порядка 30 евро в день на двоих. И загораете на своем полотенце в бесплатной зоне пляжа. Итог. От 460 евро на двоих за неделю. Вариант второй. Комфорт. Классический отпуск без фанатизма. Проживание в стандартном отеле от 50 евро за ночь. Днем стритфуд или перекус. Вечером ужин в уютных заведениях. Около 80 евро в день на еду на двоих. Плюс ежедневно арендуйте комплект из зонта и 2 шезлонгов на пляже. Около 10 евро 50 центов в день. Итог. От 980 евро на двоих за неделю. Вариант третий. Люкс. Отдых без оглядки на чек. Отель на первой линии от 82 евро за ночь. Только хорошие рестораны от 100 евро в день на еду. Такси, премиальные пляжные зоны вроде Рапонги и любые развлечения. Итог от 1400 евро и выше. Верхней планки тут просто не существует. Главные плюсы Варны. Плюс номер 1. Шикарное сочетание огромного зеленого парка и моря прямо в черте города. Плюс номер 2. Развитый транспорт и удобная логистика. Плюс номер 3. Огромный выбор жилья на любой кошелек. Плюс номер 4. Доступ к супермаркетам с нормальными общеболгарскими ценами на продукты. Плюс номер 5. Масса развлечений от музеев до ночных клубов. Плюс номер 6. Преимущественно ровный рельеф, по которому комфортно гулять. Основные минусы Варны. К чему быть готовым? Минус номер 1. Качество морской воды в заливе. Из-за порта она бывает мутной, и у городских пляжей нет голубого флага. Минус номер 2. Острый дефицит парковок и беспощадные эвакуаторы. Минус номер 3. Пробки и забитый общественный транспорт в час пик. Минус номер 4. Не идеальная уборка мусора в городе. Варна против других курортов. Чтобы окончательно понять, подойдет ли вам Варна, давайте коротко сравним ее с соседями. Варна против Бургаса. Это битва двух главных городов побережья. Бургас выигрывает в ощущении новизны и свежести инфраструктуры. Зато Варна берет реванш за счет пляжей прямо в городской черте и гораздо более глубокой монументальной истории. Варна против святых Константина и Елены. Святой Константин и Елена – это спокойный курорт-парк. Там тише, зеленее, а вода в море ощутимо чище. Есть пляжи с голубым флагом. Ну и ценник на жилье и еду там выше. Варна против Солнечного берега. Две разные вселенные. Солнечный берег – это гигантский тусовочный конвейер с 8 километрами идеального песка, который вымирает зимой. Варна – это настоящая жизнь полноценного города, где море – приятное дополнение к городской среде. Для кого этот курорт? Кому точно подойдет Варна? Во-первых, активным людям, которые не любят просто лежать на пляже. Варна – идеальная база для исследования всего северного побережья Болгарии. Во-вторых, прагматичным туристам, которые ценят развитую городскую инфраструктуру. Магазины, аптеки и рестораны в пешей доступности. Вывод. Так стоит ли ехать в Варну в этом году? Однозначно да, если вам нужен живой и красивый город с шикарным парком, историей и развлечениями. Но если ваша единственная цель – кристально-прозрачное море и уединенный пляж, лучше сразу выбирать небольшие курортные поселки. А были ли вы в Варне? Что вам понравилось больше всего, а что наоборот разочаровало? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!